Привет, друзья! Мы с вами уже раскололи японскую, корейскую и китайскую суперзадачу совсем недавно, а теперь настоящий отвал башки из физтеха. Преподаватели МФТИ обожают ловить одиннадцатиклассников на вот таких простых условиях. Посмотрите на чертеж. Треугольник разрезали на раз, два, три, четыре, пять треугольников. Ну как, провели два отрезка из А и из С, соединили концы, правильно? Площади трех треугольников известны. Каких? Вот верхнего, девяточка нижнего, этого маленького центрального голубенького, единичка, правильно? И нужно найти площадь всего треугольника А, Б, С. Итак, зная 9, 4 и 1, найти площадь треугольника А, Б, С, дам буквы. Это А, Б, С, пусть это К, это М, ну и кому нужно это F, правильно? Ну да, не такая простая задачка, но мы ее лихо-лихо, красиво, очень красиво разделаем. Вот этот кошмар в два счета при помощи двух маленьких теоремок из 8 класса. Ну что, врубаем наш рабочий холст, поехали, да? Итак, внимание, много писать не буду, скажу сразу. Повторю две теоремки, сразу практически запишу решение. Поэтому эти теоремки вам хорошо известны. Теоремка 1. Площади треугольников с общей высотой относятся как основание. Смотрите, вот отрезок разделяет треугольник большой на два, левый и правый. Их площади S1 и S2 относятся как основание А1 и А2. А1 и А2. Ну, откуда это следует? Площадь слева 1/2 А1 наш, а площадь справа 1/2 А2 наш. Если разделим 1/2, 1/2 H и H сократятся, останется А1 К2. Ну, вторая задачка интереснее. Ну, задачка теоремка. Диагональное разбиение выпуклого четырехугольника. Оказывается, при таком диагональном разбиении произведения площадей вертикальных, условно скажем, треугольников равны S1 умножить на S4 равно S2 на S3. Это нужно объяснять уже. Смотрите, треугольники S1 и S2 с площадями имеют общую высоту. Вот она. Вот, видите все, да? Их площади относятся как основания. Обозначу их А и Б. А и Б. Видели? Ну, а для нижних треугольников что скажете? Так они тоже имеют общую высоту. Вот она. Видели? Их площади тоже относятся как Б. Все, можно записать, что А относится к Б с одной стороны, как S1 относится к S2, а с другой стороны, как S3 к S4. S3, S4. Ну все, перемножив наискосок, получим эту шикарную формулу. Ну что, а теперь атакуем нашу задачу. Ну, я думаю, очень быстро мы ее разделаем. Как вы думаете, какую теоремку удобно применить сразу? Первую или вторую? Ну, вот я считаю, что вторую. Обозначим площади x и y. Ну, буквы можно дать. А, Б, С. Это К, это М. Все. И площадь АБЦ мы ищем, да? Равно. Все, перехожу на коричневый и говорю, что для треугольника, для четырехугольника АМКЦ, первое действие, АМКЦ, ну, справедливо, вторая. Теоремка. Здесь поставлю единичку, и получится x умножить на y равно 1 умножить на 4. X умножить на y равно 1 умножить на 4. Ну все, x, y равно 4. Правильно? Нормально. А теперь найдите два треугольника, которые имеют общую высоту. Ну, вот этот треугольник и вот этот треугольник. Правильно? МБК и МЦК. Это их площади относятся как основания. Обозначу эти основания А и Б. И вторым действием запишу, что А относится к Б как площадь МБК и МЦК, то есть 9 к 1 плюс Y. 9 к 1 плюс Y. Нормально? Нормально. А найдите еще два треугольника, которые имеют общую высоту. Оказывается, вот этот длинный и вот этот длинный, правильно? То есть АБК и АЦК тоже имеют общую высоту. Значит, их площади тоже относятся к А к Б. Ну так здорово, я это запишу. А относится к Б, получается, это х плюс 1 плюс 9, то есть х плюс 10, относится к 4 плюс y.
Ну, задача решена, ребята. У нас есть два уравнения системы. Вот одно, вот второе. Нормально. Вот оно. Вылетит из этой пропорции. Давайте ее раскроем, эту пропорцию, перемножив крайнее и среднее. Ну и посмотрим, что мы получим. Давайте. 9 на 4 – 36. Плюс 9 на y, 9y. Равно единица на x. X. Что дальше? Y на 10. 10y. Что дальше? X на y, xy. Что дальше? 1 на 10, 10. Отсюда следует, что x плюс y, которое мы хотим найти, равно, смотрите, 36 минус 10, 26. Минус что? Минус xy. XY мы нашли. Где? А вот, оно равно 4. Все, все, ребят, задача решена. 26 минус 4, 22. То есть это и это вместе, отдельно не находили, 22. Ну и все, и тогда третье, площадь треугольника АБС, это будет 9 плюс 1 плюс 4 и плюс 22. 36. Ура! Победа, ответ 36, и задача решена. Ответ 36. Ну, как вам такая история? Я хочу вам предложить красивое домашнее задание. Не убегайте. Я знаю, некоторые бегут сразу в доту играть. Итак, первое. Для всех. Всем. Попробуйте найти все-таки наши X и Y. А? Ну и узнать, насколько чертеж соответствует действительности. Некоторые пишут неправильный чертеж. Сразу скажу, чертеж условный всегда. Есть текст задачи, мы делаем какой-то схематический условный чертеж. Мы не знаем, как потом дело пойдет, только в процессе решения выясняется все. В Оксфорде так и пишут в задачах геометрических. Чертеж схематический. Откройте, спросите, и он вам точно это скажет. Поэтому не надо ссылаться на чертеж. Найдите x, y, кажется, x очень маленькая, а y почти двадцаточка. Значит, придется что-то переделать. Вот точку M вниз опустить придется. Но это нам никак не касается. Мы задачу решили правильно. Второе. Для особо одаренных. Давайте заменим 9, 1 и 4 на А, Б и С. И найдем площадь треугольника АБС через А, Б и С. Будет красивейшая формула, поверьте мне. И для очень одаренных, особо одаренных. Ну, попробуйте найти зависимость между Б и АС. То есть какой-то коэффициент К здесь будет. Ну, а здесь какая-то формула от А и С. Ведь я не могу взять любые числа А, Б и С. Б, к примеру, 100, А единичка, а С двоечка. Существует такой треугольник? Да вряд ли. Ну вот подумайте, какой существует. Ну, задача классная, поэтому я сейчас поставлю сам себе лайк с другого гаджета. Ну, а с вами прощаюсь до завтра. Завтра уже попроще. Все задачи потом пойдут попроще. Вот мы для абитуры решили 4 сложных задачки по геометрии. Завтра будем отдыхать. Пока.